Всем привет, это канал Слово Пацана. Извините, что так темно, просто мы сейчас находимся в доме дедушки Миши. Здесь нету света, здесь нет электричества. И это история, про которую был предыдущий выпуск, история, которая нас просто очень сильными словами не передать, как тронула. Человек живет фактически без денег, потому что пенсию он пока не получает. Живет, это не то слово, он выживает здесь, вот в этом доме, в этих условиях. Слава Богу, что его соседка Настя и еще другие соседи помогают ему, приносят ему продукты, приносят ему какую-то еду, и так вот он здесь живет. Будем думать, как и что можно сделать, мысли уже есть. Следите за этой историей. Кто не смотрел предыдущее видео, по ссылке в описании можно перейти на ролик и посмотреть вообще всю эту историю, понять, в чем здесь дело. И спасибо зрителям, вам за вашу поддержку. Мы начинаем этот выпуск. Да. Можно, да? Узнали? Узнали. Дима и Рома. Дима и Рома, правильно. Дедушка Миша, а вот вы стали показывать нам ваши вещи, которые у вас есть, да? А еще есть какие-то, кроме одежды, вот, не знаю, там посуда какая-нибудь, вот что из этого есть? Он взял, он на кухне. А какие-то, может быть, я не знаю, там... А нет, больше ничего нет. А кушаете вы из какой тарелки? Я обычно вот со своей железной. Железно кушаете. В этом видео мы продолжаем показывать вам историю человека. Как мы уже говорили ранее, это не выдающийся какой-то архитектор, ученый, изобретатель, деятель искусства. Это просто человек, мужчина, которому уже более 60 лет, который хочет дожить до пенсии, чтобы существовать, чтобы жить, чтобы чувствовать, чтобы испытывать какие-то эмоции, чтобы просто иметь возможность быть сытым. Проблема. Когда мы с вами познакомились, когда мы с вами общались, в нашем общении, в ваших каких-то ответах, в ваших глазах, я увидел такую, знаете, безнадегу. Правильно вы заметили. Я так... А очень бы хотелось, чтобы у вас, кроме вот этого желания выживать, появилось бы желание жить. Понимаете разницу, да? Конечно. И вот если от нас что-то есть зависящее и возможное, чтобы это сделать, вот мы хотим это сделать. Конечно, ситуация здесь довольно непростая. Когда мы только познакомились с дедушкой Мишей, и когда мы вообще узнали, что здесь происходит, что происходит вот за этими окнами, за этой стеной, но вот только сейчас приходит некое такое осознание, понимание, что нужно сделать. Мы уже понимаем основные моменты, сейчас по ним будем работать, чтобы
самое главное и самое основное здесь было, чтобы здесь было тепло, чтобы здесь был свет, и чтобы у дедушки Миши было что покушать. Это то, в принципе, о чем он и мечтает, и то, что нужно вообще любому человеку, самое минимальное для жизни. Понимаете? То есть минимальное для жизни – это то, о чем мечтает дедушка Миша. Вот эта вот мысль, это вообще вещь, вот эта история, она вот и больше всего как-то поражает и, ну, и в шок вводит в какой-то. А в жизни какие самые дорогие для вас люди были? Дочь уж умерла. Как сестра. Самым любимым была вот Верка. А друзья у вас? Были когда-то. Грусть нападает. То походишь. Что-то отошло. Все. А о чем грустите? А жизнь? А что? Прожил зазря, конечно. И словами, конечно, не объяснишь. Надо самому почувствовать. Дядь Миш, Ой, чем-то вкусным у тебя пахнет. Здравствуйте. Здравствуй. Ой, А это мы. вы здесь, что ли? Да. Ясно. Дядь Миш, тут те ребят военные принесли бушлат, что-то еще интересное. Посмотришь. А ты вот так заходишь почти каждый день, получается? Ну, да, Да. стараюсь избегать. Каждый день. Да мы не спали, ты что тут? Я думали, зима-то будет. Как он вообще выживет, человек? Никак не выживет. Ну, ничего. Без дров, в смысле? или Ну, чё? без дров, да, без еды. А если мороз? Есть-то хочется тоже. Ну ничего, дядь Миш, все будет хорошо. дай бог. Дай бог. А если бы не Настя? Уж не знаю, что было. Черт, не могу сказать. То есть, по сути, вы просто сидите вот так вот целыми днями и... Что я так почитаю, надоест, пойду на центр прогуляюсь. Кого-то увижу, поздороваюсь. Ну, то есть, вам вот это вот хоть минимальное общение, хотя бы поздороваться. Тогда, как же, не видишь никого. Вы думаете, что уже у вас ничего не получится в жизни исправить? Я понимаю, что вам уже немало лет, но, может быть... Ну, когда ты не вернешь, как молодой. А это что вы взяли в руки? Вот на кнопку. А ярче делается? Не. Три батарейки вставляются пальчиком. То есть, по сути, это ваш единственный источник света. Да, все. Только на самом деле начало дня. На улице светло, в доме же у дедушки Миши темно. Вот эти вот 3 окна
Это единственный источник света. И плюс небольшой фонарик, который не очень хорошо светит. Вот это свет, который есть у дедушки Миши там внутри дома. А вот это вот что за такая палка? Вот это Да. хлопушка. Мух, что ли, да? Мух, комаров. Угу. Ну, летом. Летом, да. Сейчас нет, А понятно. так у меня и лето. Мы у вас были где-то неделю назад. Да, в среду. Как у вас? Ты все получше стало. Улыбаться стал. Улыбаться стали? Да, а то ходил как это. А почему улыбаться стали? Почему? Не знаю. Наверное, это все в достатке стало. В вашем понимании достаток это вот продукты, да, вот эти? Да. Еда. Сейчас мы пригласим сюда электрика, который вам подготовит здесь проводку, проведет провода, подключит так, чтобы можно было уже потом заниматься вот этим вашим долгом и всем, то есть подготовит полностью дом для того, чтобы здесь можно было уже потом подключать свет. Мы пойдем, он уже подъехал туда. Задремал? Что там? Все, мы готовы, можно подключать. По электричеству здесь не так все просто. Дело в том, что мало того, что есть некий долг за электроэнергию, из-за которого здесь все не работает, помимо всего прочего, сам дом не подключен к электричеству, то есть его нужно подключать, а для того, чтобы его нужно подключить, нужны документы на этот дом, а документы эти утеряны. То есть вот так вот за 2 дня подключить нет возможности. Сейчас мы начали заниматься восстановлением документов уже. Сколько времени это займет, мы пока что не знаем, но в любом случае процесс пошел. Наша задача сейчас подготовить полностью дом для того, чтобы здесь можно было уже вот, когда все будет готово, просто взять и подключить свет, подключить и электричество. Но я очень надеюсь, что как можно скорее у нас получится это сделать. Ну, у нас здесь, собственно говоря, розетки, провода. Купили такие вот плафоны, лампочку уже подготовили. Здесь лампочки, ну, инструменты, собственно говоря, он мастер сейчас заносит еще необходимые инструменты, и будем делать проводку внутри дома, подготавливать дом к подключению света и электричества. Ну, собственно говоря, у нас 2 помещения. Это вот предбанник и комната. В комнате здесь вот должна висеть какая-то, да, люстра, которую вот мы купили. К ней должна вести проводка. Здесь тоже люстра, выключать. Здесь люстра, выключатель и одна розетка. Там чего? Да. Друзья, знаете, такое небольшое отступление, но что хотелось бы сказать. Вы должны понимать, что у нас очень много всего остается за кадром. И одно из таких действий, это, все вы знаете, Серегу, который временами с нами едет снимать. Ему уже, я думаю, что на протяжении полугода лечат зубы. Ну, мне бы просто хотелось выразить свою какую-то благодарность девушке по имени Екатерина, у которой есть своя клиника, и которая делает это совершенно безвозмездно. Более того, это та самая Екатерина и та самая клиника, где в свое время мы делали зубы учительницы музыки Наталья. И просто в знак благодарности хочется в описании под этим роликом оставить ссылку, оставить контакты. Там очень приемлемые, адекватные цены. И сейчас там как раз период скидок. Поэтому, кому нужно, кто ищет хорошего стоматолога, то обращайтесь к Кате. Катя, спасибо тебе огромное.
аптечка вот такая вот. Тут с какой-то наклеечкой детской. Тут какое-то вот такое изображение стоит. Водопад. Вот такая вот открытка у дедушки Миши там стояла с Рождеством. Миша, поздравляем тебя с Новым годом, Рождеством. От всей души желаю тебе здоровья и благополучия. Соловьева. Дедушка Миша, а вот у вас есть какие-то, может быть, ну, я не знаю, какие-то вот таланты, может быть, вы умеете играть на каком-то музыкальном инструменте? Нет. У меня батя хорошо играл на гармошке. Его талант не перешел ко мне. В училище учился, боксом занимался немного. Вот так. Пару ударчиков. Ну, пару ударчиков сделайте. Так. Ага. В общем, отпор врагам можете дать еще. Наверное, смогу еще. С грибами любили ходить. Был. За грибами в лес ходили. Да. Да и я сейчас хожу так. Иногда. Зимой? Нет, зимой нет. А сейчас там уже электрик занимается проводкой, а мы ждем еще одну машину, которая сейчас вот с минуты на минуту должна приехать. Неожиданно? Дрова. На зиму хватить должно. Да, теперь хватит. И можно не колоть горбыль теперь. Да. А дрова сложить куда-то или здесь оставить? Я сложу. Я потихоньку сложу. Ну, мы можем помочь, если нужно. Не надо, я один. Потихонечку сделаю. Это вам как физкультура будет? Или? Потому что Конечно, мы можем. не надо. А вы не ожидали, да? Нет. Мы вас даже не предупредили. Я даже не думал. Я говорю, что с машинки тут буксует все. В окно посмотрел, я говорю, дрова. У меня радость, я не знаю сколько. Я надеюсь, что вот этого объема на оставшиеся месяцы зимы вам хватит. Кубы 3-4 хватит, конечно, здесь. Угу. Ну, как идет работа тут? Идет, все нормально. Значит, здесь мы поставили выключатель прямо при входе. Там будет розетка. Дальше пойдет проводка. Вот здесь вот у нас уже щиточек небольшой. Туда дальше мы идем в комнату. Здесь тоже будем выключатель делать. Тянуть проводку, чтобы вот здесь вот была лампочка. Вот тут вот она будет у нас. И розетку одну расположим там, другую там. Так договорились. Я его с души как камень. В окно посмотрел, я говорю, машины 5 с дровами. А это уже, говорю, я его пойду пробую. Вот если, ну, как бы, ваши те ожидания вспомнить от жизни и вообще, как все поменялось вот за эту неделю?
много поменялось. Вы ожидали чего-то подобное вообще? Нет, конечно, ничего не ожидал я. Что дрова будут, свет будет. У меня мечтаться не было. Просьба такая. Вы можете вот этот стол освободить от того, что на нем стоит? И скатерть, может быть, снять с него. Хочу постелим. А? Хочу постелим. Решим. Сейчас я приду. Летают самолеты здесь почему-то сегодня. Ну что ж, за моей спиной дрова. В доме сейчас электрик проводит проводку так, чтобы в дальнейшем здесь было электричество. И что самое главное, что дедушка Миша теперь сейчас улыбается. Как волшебники. Мы вчера, когда заехали в магазин купить продуктов, мы стали думать, а что еще можно дедушке Мише такого подарить, потому что он изначально сказал, что у него из мечт только чтобы было тепло и чтобы было что покушать. Но мы обратили внимание, что у него вообще нет никаких вещей, в принципе. Я имею в виду не про одежду, а вот какие-то, знаете, элементы уюта, интерьера, домашнего быта. Вот у него этого ничего нету, ну и поэтому мы решили кое-что ему купить. Сейчас вам покажем. Тут пакетики небольшие. Сейчас вам покажем, что там внутри. Ну, в общем, мы взяли на себя смелость купить вам новые кастрюли. Потому что мы видели, что у вас такие черные кастрюли. В общем, сейчас еще тоже взяли на себя смелость, купили вам новый чайник. Я уж не знаю, как вас благодарить. Сколько дел добрых сделали мне. Немножко вам это новогоднее настроение создать чуть-чуть. А это вот включается. Вот так вот. Важно, чтобы у вас и в душе все преображалось. В душе мне уже легко. Приятного много сделали. Вот дров я не ожидал. Сюрприз хороший. А, вот уже у нас, смотри, у нас уже Даже лампа висит лампа, люстра. Так, и вот туда еще нужно будет потом повесить. Пойдемте, мы вам кое-что покажем. К машине. Ну, мы вам еще продуктов, как я и говорил, побольше. На Новый год подарок. Это до следующего года я буду есть. Ну, в общем, в любом случае, мы специально смотрели, чтобы продукты имели большой срок годности. Ну и конфетки вам Ну вы набрали. к чаю.
Это, кстати говоря, наш штатив, который мы производим. И его можно у нас заказать где? Нигде. На сайте в описании. Называется «Древесный друг». Древесный друг? А я уже здесь. Теперь здесь. А теперь здесь. Ладно, немножко подурачиться хочется. Сегодня какой-то день самолетов. Вот раз самолет, там ниже второй самолет. Я не летаю здесь просто, я не знаю, как-то регулярно. Самое интересное, что здесь нет аэропорта. Да, ну, видимо, есть. Пацаны делали. Да, мы же здесь аэропорт в прошлом году делали, помнишь? Точно, точно. Там летать людям неоткуда было. Да, а мы сделали аэропорт, да. Только бред. У меня буквально, на самом деле, к тебе пару вопросов. Первое. Здесь та ситуация, которую ты увидел, ну так, если вот чисто по-человечески, тебя как-то впечатлило? Это просто ужас, конечно. Так жить это просто невозможно. Даже не знал, что у нас еще такие люди еще живут в таких ситуациях. Живут. Проводка здесь была когда-то? Ну, была когда-то в советские, наверное, времена. Ага. Все, то, что я сейчас увидел, вообще уже давно ничего тут не было, не функционировало. А что ты сделал и что еще предстоит сделать? Смотри, сейчас, значит, повели на кухне проводку. Ага. Чердаку, все кинули ввод в дом с улицы. То есть электрики приедут, когда уже им просто с столба перекинуть. Угу. Ну, естественно, они свой счетчик еще поставят, пломбируют. Сейчас уже темнеет, завтра уже будем в комнате делать. То есть там все розетки, выключатели, вот это вот проводки. Мы поехали уже. Поедем. В Москву нам нужно ехать. Мы из Москвы, далеко нам ехать. Завтра Антон придет к 9-10 часам где-то и доделает здесь все то, что нужно по дому. Как настроение? Хорошее. Приподнято. Приподнято? Ну, дай бог. Спасибо. И вам спасибо. Что и делаешь? Мы вышли на улицу, дома уже совсем темно. Сейчас поедем уже в Москву. Здесь еще предстоит работа немного по электрике, но то, что вот мы можем, то, что мы посчитали нужным сделать первую необходимость, мы сделали. Может быть, где-то в мелочах немножко не так. Надеюсь, вы нас извините, мы старались. Хочется в этой истории выразить огромную благодарность соседям, которые нам и написали про эту историю, и которые дедушке этому помогали и продолжают им помогать. Просто вот так вот соседу, ни родственнику, ни другу, никому, просто соседу помогают. Это очень ценно и здорово. Спасибо вам, нашим зрителям, за то, что все это время вы нас смотрите, вы нас поддерживаете, за вашу активность, за ваши комментарии, теплые слова. Нам очень-то приятно. Следующее видео в понедельник, 28 декабря, выйдет про долгожданный ГАЗ-69 и вручение дедушки. На днях мы будем вручать машину, и уже к понедельнику должны успеть смонтировать и показать вам все, что из этого вышло. Машина уже отреставрирована, и там вот последний штрих, техническую неисправность исправляют, и все. Все, до понедельника. Подписывайтесь на Инстаграм, @пацана, подписывайтесь на канал. Всех обнимаем. Всем пока. Сейчас еще дверь должна закрыться. Пока.